Суть эксперимента, о котором я обмолвился в предыдущем выпуске, заключалась в проверке взаимодействия человека с так называемой энергией Ефрат. Эту тему нужно нам осветить поподробней, так что в данном выпуске мы поговорим пока о теории эксперимента. Иначе происхождение его результатов будет не совсем понятным. Река Ефрат – это самый последний поток из 4 бытийных сил, формирующих мироздание. Он отвечает за события видимого мира. В ходе наших исследований выяснилось, что река Ефрат подчиняется человеку глаголющему, то есть человеку, находящемуся в 4-м состоянии энергии тетраморфов, в том состоянии, в котором все потоки бытия концентрируются в точке пророческого дара. Таким образом, получается следующая система управления нашим миром. Цивилизация – это большая лодка, плывущая по каналу времени. Плывет она особенным образом, дрейфуя по течению, а не собственными усилиями. Канал заканчивается перед носом лодки, и если его не прорывать дальше, то реке Ефрат некуда будет течь. Тогда останавливается и движение лодки вместе с течением. Когда поток времени никуда не течет, на Земле наступает период стагнации, застоя. Новости по телевизору становятся скучными, и их перестают смотреть. Система движения временем управляется человеком, сидящим на носу лодки. Это вперед смотрящий. Он смотрит в будущее и говорит, в какую сторону нужно рыть канал. Силы мироздания подчиняются данному человеку, имеющему пророческий дар. Поэтому, когда он говорит и указывает, куда плыть, ангелы небесной тверди прорывают в данном направлении канал, а ангелы времени заливают его свежими водами Ефрата. Тем самым лодка приводится в движение, и в жизни цивилизации происходят какие-то свежие и интересные события. Информационное пространство начинает бурлить новыми темами, и люди не отходят от телевизоров, смотрят один новостной выпуск за другим. Вот так вкратце устроена система управления миром. В естественном порядке причиной информационных поводов, приводящих в движение лодку цивилизации, являются христианские проповеди и мистические события, происходящие в жизни церкви. До того, как человечество запихнули в матрицу, мистика была повседневным явлением, потому что Христос восстановил связь земли с небом. И священники Самвона не пересказывали из года в год одни и те же скучные синодальные проповеди из учебников, а постоянно свидетельствовали о новом, постоянно изливали на землю любовь и премудрость Небесного Царства. Говорили о личном мистическом опыте, о личном познании сакральных тайн. Поэтому жизнь христианских народов была наполнена необыкновенной энергией. Умы были заняты познанием самых высших вещей. Небесное Царство было не эфемерной мечтой, не преданием старины глубокой, как сейчас, а фактором повседневного присутствия. И вообще весь уклад жизни народа строился на христианской мистике. Потом масоны перекрыли евхаристический поток. И человечество из светлого средневековья погрузилось во мрак нового времени. Масоны создали искусственную систему информационных поводов.
Вместо естественной мистики, возвышающей душу и приводящей ум к познанию Бога, человечество стали кошмарить и эпатировать всякой чепухой и непотребством, тем самым пробуждая в массах низменные страсти, захлестывая души тяжелыми энергиями. И человечество оказалось впрессованным в землю. Вместо одухотворенности и высокого полета души, вместо естественных чудес и света неземного Божией Софии, население теперь кормят терактами, совершаемыми с особой жестокостью, техногенными катастрофами, секс-скандалами, политическими шоу и прочей мешаниной ужасов с чепухой. Это кадры из известного мультика иллюминатского. На карте отмечены места различных резонансных событий. Где-то взорвали небоскребы, где-то нефтью залили океан, ну и тому подобное. Все эти акции являются ничем иным, как искусственно смоделированными информационными поводами. Они порождают большие информационные волны, приводящие в движение цивилизацию нового мирового порядка. Большое событие позволяет долго его обсасывать с высоких трибун и голубых экранов телевизоров. И умы человечества опять на какое-то время заняты пережевыванием новой порции информационной каши. И если человечество не бомбардировать чепухой, если постоянно не вливать в информационное пространство множество ложных теорий, если постоянно не травить тех, кто ищет истину, то восстановить христианское учение можно было бы буквально за пару лет. Однако место христианских царей и святителей, вещающих о небесном царстве, теперь занято политическими клоунами и проходимцами. Буквы «ЛОЛ», высвеченные на экране телесуфлера, это, между прочим, формула мистических врат. Через познание святотроической структуры наш ум проникает в область новозаветной мистики и становится способным свидетельствовать о небесном царстве. Сейчас же данная аббревиатура превращена в формулу глупости, ошибки, чепухи. Зазеркалье – это система Антихриста. Здесь все перевернуто. Механика событий, происходящих в земной жизни, формируется посредством реки Ефрат. В системе творения материальный мир находится на 4-м нижнем уровне. Поэтому символом данной силы является мизинчик. Все, что происходит в земной жизни, мы сами, весь окружающий мир, события человеческой истории, все это моделируется посредством энергии Ефрата, посредством сконцентрированных потоков времени. И эта величайшая сила управляется обычным человеческим голосом. Поэтому мизинчики, поднятые в благословляющих жестах вседержителей святых, это символ духовной власти над миром, символ жезла железного. Соответственно, чтобы победить церковь, иудеи уничтожили все знания о принципах духовного владения миром. С тех пор христиане стали слепыми и слабыми, а хитрые сионисты, наоборот, прибрали власть во всем мире к своим рукам. Однако правду можно спрятать лишь на определенный срок, в силу естественного духовного стремления к познанию истины, той самой силы Хелиофанта. Святая Церковь в начале 6-го дня прорастает до высоты Сиона самостоятельно. Здесь находится проект Бога и библиотека всех сакральных знаний. Ну и в конечном итоге, разобравшись с проектом Бога, наш соборный ум созревает до понимания практических принципов управления миром. И тогда
тему мизинчика следует проверить экспериментально. Все события, происходящие на нашей планете, подчиняются потоку времени. Время можно сравнить с течением полноводной реки, а события с листьями, плывущими по поверхности. Энергия времени столь грандиозна, что ей подчинено все происходящее на планете. Листик не может сопротивляться течению реки. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать, ну и так далее. Жизнь всей нашей планеты – это и есть маленький листик, несомый большими водами времени. От событий личного плана и до геополитических происшествий все подчинено данному потоку. Время всегда диктует главную тему, относительно которой выстраивается иерархия событий. Время – это сфера, внутри которой действуют определенные духовные сценарии. Они-то и создают события соответствующего окраса. Если действует сценарий разрушения, то в такой среде что-то созидать невозможно. Если приходит время воевать, то все начинают вооружаться и рыть окопы. В периоды хаоса деревья не сажают и не строят детские садики. Это совершенно бессмысленное занятие. Чтобы приступить к созидательной деятельности, необходимо дождаться наступления мирного времени. Потоки времени подчиняют себе наши жизни самым жестоким и бесцеремонным образом. Если ты находишься внутри данного потока, то ничто в мире не может сопротивляться его диктату. Время имеет абсолютную власть над всем, что вовлечено в его движение. Поэтому власть имущие управляют не народом, а временем. В свою очередь, время не является чем-то абсолютно произвольным и неконтролируемым. Локальные потоки веков жестко вписаны в историю бытия всего творения, от его создания до ухода в вечность. Поэтому, чтобы управлять энергией времени, нужно действовать на уровне вечности, на уровне главной цели, ради которой существует мир, то есть на уровне проекта Бога. Планируемое событие должно соответствовать глобальному плану, должно связывать тенденции прошлого и будущего в единую органичную систему. Тогда энергия времени подчинится данной инициативе. То есть в пространстве будущего мы прокопаем новый участок для реки Ефрата, новое русло. И оно будет иметь определенную формулу, ту, которую мы ему зададим. А когда время вольется в данное русло, оно и примет эту форму. И тогда на Земле произойдут нужные нам события, потому что события формируются временем. Таким образом, у нас получается следующая иерархия. Жизнь народов подчинена потоку времени. Время течет по руслу истории. Ну а русло прокапывают жрецы, пророки, те, кто посвящен в тайну времени и власти. Соответственно, чтобы на планете или в стране создать события необходимой конфигурации, мы должны в пространстве будущего прокопать канал в нужном для нас направлении. Тем самым создается глобальная ситуация, диктующая жителям планеты логику определенного поведения. То есть наступает время всем плясать под ту музыку, что мы заказали. И если кто-то начинает вести себя не по логике наступившего времени, то он просто будет выглядеть глупо, будет совершать несуразные вещи, у него все будет валиться из рук. Он будет выглядеть как тот лыжник на асфальте.
Диктатура времени одинаково влияет как на одного человека, так и на все человечество. Размер не имеет значения. Если планета находится в сфере мирного времени, то даже объединенными усилиями всех самых мощных и богатых держав развязать глобальную войну невозможно. Потому что канву событий формирует время, а не чьи-либо планы и мечты. Управлять нужно временем, а не событиями. Данная методика владения миром и является тем самым жезлом железным, орудием абсолютной власти. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего.